Украина перебрасывает войска из-за российского прорыва на фронте. На Западе говорят о решающих днях судьбы Донбасса. Каков план Москвы перед встречей Путина с Трампом? Новое обращение Кремля к Западу и Зеленскому. Путин готов к выводу российских войск. Резонансное решение об уступках и заявление с Банковой. К чему готов Киев? В Белом доме впервые озвучили причину, почему Зеленский остался за бортом. Кто решил не приглашать его на Аляску? Литва начинает массовую подготовку операторов и сборщиков дронов. Привлекут даже школьников. Решение Вильнюса. Немцы считают бомбоубежища. В Германии заявляют о нехватке укрытий на случай войны с Россией. Детали. Коррупционные скандалы в Украине, загадочные смерти топ-менеджеров в России и массовые аресты в Узбекистане. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Граждане Литвы массово станут операторами и сборщиками дронов. Жителей страны готовят к возможной войне с Россией. Уже в сентябре откроются первые центры подготовки в городах Йонаве, Таураге и Кедаяне. Всего же, по данным Литовского министерства национальной обороны, в стране планируется создать 9 таких центров и в ближайшие годы обучить более 22 тысяч граждан. Проект совместный с Минобразования. Как рассказала министр нацобороны Довилия Шакалене, курсы операторов БПЛА пройдут 7 тысяч литовских школьников. Самые младшие ученики 3-4 классов будут заниматься конструированием и пилотированием простых дронов с помощью практических экспериментов и игр. А старшеклассников научат создавать 3D-детали беспилотников, собирать современные FPV-дроны и, конечно же, навыкам пилотирования БПЛА. И вся Европа небывалыми темпами готовится к войне. Заводы по производству оружия расширяются в 3 раза быстрее, чем в мирное время. Уже создано более 7 миллионов квадратных метров новых промышленных площадей, пишет Financial Times. Строительная активность на объектах европейской оборонной промышленности резко возросла после начала большой войны в Украине. С помощью спутникового мониторинга Financial Times отследила изменения на объектах, связанных с производством боеприпасов и ракет. Полученные данные доказывают, признаки расширения или стройки зафиксированы примерно на трети изученных объектов. Среди объектов с наибольшим расширением совместный проект немецкого оборонного гиганта Rheinmetall и венгерской государственной оборонной компании N7 Holding, которая построила в городе Варпалота на западе Венгрии крупный завод по производству боеприпасов и взрывчатых веществ. Масштаб и распространенность обнаруженной активности указывают на смену поколений в подходе к перевооружению, когда Европа отказывается от мирного производства точно в срок, в пользу создания промышленной базы для более продолжительного режима военной готовности. Тем временем Эстония продолжает укреплять границу с Россией. Несмотря на большие очереди и жалобы путешественников, порядок пересечения кордона упрощать не будут, заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Тара. Напомню, в июле этого года на всех пограничных переходах Эстонии с Россией были установлены раздвижные ворота и блокпосты, которые при необходимости, как заявлялось, могут остановить движение людей и транспортных средств за считанные секунды. Немцы озабочены отсутствием бункеров и укрытий на случай большой войны в Европе. В частности, на востоке Германии нет ни одного бомбоубежища. Зато на западе страны оборудовано почти 600 бункеров на случай чрезвычайных ситуаций. Об этом пишет Bild. Депутат земельного парламента Саксонии-Анхальт Рюдигер Эрбен рассказал изданию, далее цитата: «Мнение, что в ГДР было много защитных сооружений, это миф. Восточно-германские бункеры в основном представляли собой запасные командные пункты для полиции, штази, партийных деятелей, но редко убежище для населения. После объединения страны эти командные пункты стали ничейными и потеряли статус защитных сооружений. Например, в земле Саксония-Анхальт, это недалеко от Берлина, проживает более 2 миллионов человек, но нет ни одного бункера». Теперь ситуация должна измениться. Ральф Тислер, президент Федерального управления гражданской защиты и помощи при катастрофах, планирует создать 1 миллион новых защитных мест в подземных гаражах, туннелях, подвалах торговых центров.
Экстренная переброска войск и признание. Зеленский подтвердил информацию о проблемах в Донецкой области, где накануне россияне прорвали фронт. Однако заявляет, что ситуация под контролем и говорит, что теперь войска РФ готовятся к наступлению, которое совершат осенью с 3 направлений. В то же время западная пресса в противовес словам Зеленского пишет, что свершившийся прорыв сил РФ на Восточном фронте вызвал волну возмущения и даже растерянности в Киеве. Все происходит в преддверии ключевого саммита между Трампом и Путиным. Financial Times называет продвижение шокирующим и одновременно самым значительным успехом России за последний год. Шокирующее продвижение угрожает перерезать жизненно важную дорогу, связывающую Доброполе с Краматорском, фактической столицей подконтрольной Украине части Донецкой области, которую русские стремятся захватить, одновременно позволяя силам Кремля обойти с фланга пояс укреплений и оборонительных линий, построенных в последние месяцы. Это одни из самых значительных успехов России за последний год, и они происходят в критический момент для Украины, чья армия сталкивается с нехваткой личного состава и боеприпасов. Немецкая пресса, в частности Bild, сообщает, что время на исходе и в ближайшее время решится судьба 29% территории Донецкой области, которая контролируется Украиной. Аналитик Юлиан Рёбке, которого часто критикуют за информацию с поля боя, уверен, что если Украине не удастся за короткое время выбить россиян с новых позиций, то они смогут закрепиться при поддержке с воздуха, в частности с помощью дронов, а также с помощью механизированных бригад. Украина должна действовать решительно и в течение нескольких дней отвоевать хотя бы территорию размером примерно 15 на 5 километров. Если это не удастся, спираль из недостаточно укомплектованных участков фронта и дальнейших территориальных потерь будет неудержимо нарастать и ускоряться. В этом случае весьма вероятно, что Россия отзовет свое предложение об отводе украинских войск из Донбасса в обмен на прекращение огня в других местах. Похожее мнение появилось и на страницах The Telegraph. Автор материала также пишут о том, что если России удастся взять под свой контроль ключевые города в Донецкой области, то уже в пятницу Путин будет сидеть перед Трампом с набором козырей, что приведет к дальнейшему давлению на Зеленского. Для Кремля успех здесь усилит динамику в момент, когда Россия медленно, но неуклонно продвигается по линии фронта. Это означало бы захват ключевого логистического узла и открытие прямого пути в сердце Донбасса, что, несомненно, является наиболее символически важной целью для Путина. В случае успеха это также позволит Путину встретиться с Трампом, имея в руках ощутимые достижения, чтобы давить на Киев с требованием уступить земли в Донецке, даже те, которые еще не находятся под контролем российской армии. В Генштабе ВСУ тем временем уверяют, что состоялась переброска войск, которая должна позволить остановить продвижение ВС РФ на востоке Украины. Ситуация сложная и динамичная, однако силы обороны принимают все необходимые меры для выявления и уничтожения вражеских групп. В частности, по решению главнокомандующего вооруженных сил Украины для усиления устойчивости обороны выделены дополнительные силы и средства. Спланированы мероприятия по блокированию групп противника в определенном районе. Украина может согласиться прекратить боевые действия и уступить территории, уже находящиеся под контролем России, в рамках плана мира, который поддерживает Европа. О том, что такой вариант возможен, заявил Зеленский, пишет издание The Telegraph со ссылкой на свои источники. Но при этом речь идет о территориях, которые сейчас контролирует Украина, в областях, которые целиком и полностью Россия внесла в свою конституцию, но не контролирует. То есть Зеленский дает понять, отдавать части Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей не собирается, говорится в материале. Владимир Зеленский заявил европейским лидерам, что они должны отвергнуть любое предложение Дональда Трампа, которое предполагает передачу украинских земель, все еще находящихся под контролем Киева, но территории, контролируемые Россией, могут быть предметом переговоров. Это означало бы замораживание линии фронта на текущих позициях и предоставление России фактического контроля над территориями, которые она занимает в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и Крым. Зеленский накануне вечером лично заявил, что Украина не признает решения саммита России и США на Аляске, принятые без ее участия, а также сказал, что не отдаст приказа на вывод ВСУ из Донбасса. Мы не выйдем из Донбасса. Мы не можем этого сделать. Все забывают первую часть. Наши территории незаконно оккупированы. Донбасс для русских – это плацдарм для будущего нового наступления. Если мы выйдем из Донбасса по своей воле или на нас будут давить, мы откроем третью войну. Почему? Крым на 100% был плацдармом для наступления на юг нашего государства. Донбасс на 100% был плацдармом для того, чтобы не жалеть граждан Украины, не пользоваться своими, не проводить никакой мобилизации. Извините, что так говорю, но так есть, а сепаратистов сделать российской армией.
Помимо этого, Зеленский сделал резонансное заявление о победе Путина. Личной победой Путина Зеленский назвал не ситуацию на фронте, а встречу Путина с Трампом на территории США. Кроме того, он заявил, что Путин выходит из изоляции и смог избежать санкций Белого дома. Цитирует заявление BBC. В Варшаве же при этом заговорили о победе России в негативном ключе для самой Польши. Премьер Туск уверен, что триумф РФ на поле боя – это угроза для его страны. Предлагаю послушать. И я говорю это не только потому, что солидарность с атакованной, соседней, дружественной нацией этого требует, но прежде всего потому, что это необходимо для нашей собственной безопасности. Ослабленная Украина, с которой обращаются несправедливо, и сильная, победившая Россия – это прямая и немедленная угроза для Польши. На фоне всех этих заявлений о территориях Кремль озвучил требования Западу. Люди Путина фактически обратились и к Зеленскому, дав понять, чего хотят и чего требуют. Итак, советник Путина по внешней политике в интервью итальянской прессе заявил, что Москва ожидает от встречи на Аляске принятия Трампом и Путиным двустороннего российско-американского плана по достижению перемирия. В Кремле выдвигают ультиматум. Договоренность должна быть достигнута исключительно с США, без Украины и Европы. В Кремле дали понять, Россия готова вывести войска названной территории. Этот план может включать вывод украинских войск из тех районов Донбасса, где они еще находятся, и вывод России из Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей при сохранении линии фронта в остальных зонах. Напомню, год назад Москва требовала полного ухода Украины из всех 4 аннексированных областей, а теперь только из Донбасса. Ключевая часть сделки – обязательство Украины не вступать в НАТО. А еще в Москве заявили о демилитаризации и конституционной реформе в Украине. Суслов уверяет, что озвученные условия – это уступки Путина. Далее цитата. «Путин требует чуть меньше для перемирия, чем год назад». Конец цитаты. Россия при этом заявляет, что готова к новой странице отношений с Америкой, а Аляска для встречи выбрана не просто так. Ведь Арктика – это зона соперничества и, далее цитата, «потенциальный театр вооруженного конфликта». Военная активность России и США там растет, говорят в Кремле. В Анкаре тем временем говорят, что встречу Путина, Зеленского и Трампа нужно организовывать в тепле, в Турции. Эрдоган готов стать организатором этой самой встречи. А в Белом доме тем временем объяснили, почему сейчас Трамп и Путин встречаются тет-а-тет и почему Зеленский остался за бортом. Эта встреча состоится только потому, что президент России попросил президента США встретиться через специального посланника Стива Уиткоффа, который, как вы все знаете, по просьбе Путина поехал в Россию, чтобы с ним поговорить. И президент согласился на эту встречу по просьбе президента Путина. Цель этой встречи для президента – уйти с нее с более четким пониманием того, как мы можем закончить эту войну. И президент сказал с этой трибуны вчера, когда встретился здесь с вами, что надеется, что в будущем возможно трехстороннее заседание с участием этих 3 лидеров, чтобы окончательно положить конец этому конфликту. Итак, Россия готова, как говорит советник Путина по внешней политике, к выводу войск в обмен на территорию на Донбассе, которую не контролирует ВС РФ. Зеленский уверяет, никто ВСУ выводить не будет и признавать договоренность Трампа и Путина тоже не собирается. Друзья, интересен ваш взгляд на эти заявления? Напишите о них в комментариях. И пока вы там, поддержите меня лайком и подпиской. А я продолжаю. Высокопоставленный чиновник Минобороны Украины Виталий Гайдук попался на мегавзятки. Он предложил одному из киевских застройщиков гарантированную победу в конкурсе на строительство дома для военных в обмен на кругленькую сумму – $1 300 000. По информации НАБУ, застройщик должен был передать деньги 3 траншами: 100 000 после начала конкурса, 400 000 за подписание договора на строительство и еще 800 000 после завершения первой очереди строительства. Взяточник поймали на горячем сразу после получения части средств. 18-я смерть с начала войны. За последние несколько лет в РФ при загадочных обстоятельствах погибли как минимум 18 топ-менеджеров. Большинство из них занимали ключевые должности в стратегически важных для России отраслях – нефтегазовой, финансовой, оборонной промышленности, а также в сфере транспорта и госуправления. Так, 12 августа стало известно о смерти главы Совета директоров Уралкалия Дмитрия Осипова, крупнейшего мирового производителя хлористого калия, владеющего в России 5 рудниками и 7 фабриками по выпуску удобрений. Пресс-служба компании назвала смерть Осипова скоропостижной, без уточнения причин. Днем ранее скончался российский бизнесмен Михаил Кенин, основатель и главный акционер девелоперской компании «Самолет». Причины его смерти также не раскрываются.
Израиль может начать новую войну с Ираном уже в конце августа или до декабря этого года. Об этом сообщает Foreign Policy. Тегеран уже готовится к атаке Нетаньяху, пишет издание, и хочет нанести мощный первый удар. Следующие военные действия будут значительно кровопролитнее. Если президент Трамп вновь поддастся давлению Израиля и вмешается в конфликт, то США могут оказаться вовлеченными в полноценную войну с Ираном, говорится в материале. Вторую войну между Израилем и Ираном инициировали не только из-за ядерной программы. Цель заключалась в изменении баланса сил на Ближнем Востоке. Израиль рассчитывал втянуть США в конфликт, ликвидировать руководство Ирана и превратить его в новую Сирию, страну, которую можно бомбить безнаказанно и без участия Запада. Однако все три цели не были полностью достигнуты. Громкие аресты правоохранителей и взяточников в Узбекистане. По данным следствия, в Бухаре сотрудник управления внутренних дел был пойман с поличным при получении $13 тысяч. Так называемое вознаграждение было за закрытие уголовного дела. В Ангрене арестовали рядового службы охраны. Он получил скромную взятку $1000 за помощь в трудоустройстве. Также попался на взяточничестве инспектор департамента миграции МВД. В Ташкентском аэропорту ему передали $400. Сумма небольшая, но в ходе проверки выяснилось, что ранее инспектор успел получить 500 таких символических взяток с граждан Узбекистана и иностранцев за ускоренное оформление выездных виз и штампов. Друзья, спасибо вам за просмотр, хорошего вам дня. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. А я напомню, новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи!